Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом традиционной азербайджанской выпечки. Называется она шор-гогал. Это соленые булочки. Есть еще сладкие когалы, но эти соленые. Нам они больше нравятся, чем сладкие. Сейчас идет праздник Новруз, поэтому эта выпечка очень актуальна. Она печется как раз на этот праздник, раз в год. Можно, конечно, испечь и почаще, но традиционно ее пекут, эту древнюю выпечку, на древний праздник пекут к празднику Новруз-Байрам. И пользуясь случаем, конечно же, хочу поздравить всех празднующих с этим большим праздником. Желаю всем здоровья и мирного неба над головой. А теперь давайте готовить вместе. Для теста в дежу миксера я отправляю сразу чайную ложку соли, чайную ложку сахара. Сюда же отправляю 7 грамм дрожжей. Разбиваю сюда одно яйцо. Добавляю столовую ложку сметаны, столовую ложку винного уксуса. У меня уксус из белого вина. Столовую ложку масла. У меня масло виноградных косточек. Можно любое растительное масло без запаха. Все это перемешиваю. Уксус придаст дополнительную пышность тесту, а масло растительное дополнительную хрусткость. Если что-то из этого вы не хотите, можете не добавлять. Я вам показываю, как делаю я. Теперь у меня здесь 400 грамм сыворотки. Если нет сыворотки молочной, то можно сделать пополам молоко и воду. Можно только молоко, но я делаю всегда пополам, так тоже тесто получается лучше и пышнее. Все, и теперь отправляю сюда муку просеянную. Я, как всегда, кто меня смотрит, знает, всю муку не добавляю сразу, добавляю по частям. А кто не смотрит, смотрите, пожалуйста. Вторую порцию муки тоже просеиваю. И сейчас дам миксеру вымесить тесто. Все точные пропорции, как всегда, вы найдете в описании под видео. После того, как миксер вымесил, конечно, можно руками вымешивать тесто. Я выкладываю на поверхность рабочую. Мукой чуть-чуть присыпала. Все тесто сюда теперь выкладываю. Буду сюда вмешивать мягкое сливочное масло. И вмешиваю его вот так понемногу. Тесто мукой не забиваем. Сливочного масла у меня 70 грамм кусочек размягченного. И хорошенько вымешиваю. Тесто будет сначала вот так расслаиваться, как всегда, когда вмешиваешь масло. И вот так все масло я вмешаю в тесто в 3-4 захода. Кстати, муки у меня ушло 700 граммов. Вы ориентируйтесь по своей муке, потому что мука вся разная. Смотрите по консистенции теста. Вот такое тесто пышное, мягкое у нас получается. В миску немного растительного масла, смазываю ее и отправляю наше тесто в теплое место для подъема. Пока тесто наше подходит, мы сделаем начинку. Значит, для начинки берем семена укропа, столовую ложку. Сколько чего я, как всегда, напишу в описании под видео. Зира
чайная ложка. Мне надо вот эти специи растереть, чтобы они были не зернышками, а порошком. После того, как растолкли все семена, добавляем следующие специи сюда же. Можно, кстати, если нет ступки, можно это сделать кофемолкой. Теперь добавляю сюда чайную ложку соли, без горки. Добавляю сюда чайную ложку куркумы, саркёк, куркума, зира по-другому кумин. И сюда же отправляю пол чайной ложки черного перца. Все эти специи перемешиваю тут прям в ступке, чтобы они вот так все хорошо перемешались. И теперь смотрите, что я делаю. В сковородку отправляю 150 граммов муки. И буду ее обжаривать вместе вот с этими специями. Специи раскроют лучше свой вкус, когда они будут обжаренные. Все, на плиту иду обжаривать все это вместе. Не забывайте муку мешать, стоять, перемешивать, чтобы она не сгорела ни в коем случае. Иначе все будет испорчено, вся выпечка не получится. Когда мука слегка зарумянилась, изменила цвет со специями, все, я ее выключаю и обратно иду. Теперь перекладываю ее сюда, в другую посуду, чтобы быстрее она остыла. Когда мука со специями остыла немного, отправляю сюда одно яйцо. Перемешиваю. Я слегка перемешала пока яйцо с мукой. Я масло растопила и немножечко его протопила подольше. И вот это сверху, то, что образуется, как она называется-то, пенка, не пенка, я ее обязательно сюда добавляю. И начинаю дальше перемешивать. Это вот пенка от масла, она здесь очень вкусно играет. Пенку можно смело сюда добавлять. Начинка приобрела, видите, желтенький цвет. Куркума и масло сделали свое дело. То, что нам и надо. Хорошенечко вот так перетираем. Все, наша начинка готова. Вот так она выглядит. Вот, проверяем. Вот так. И нажимаем, распадается. Значит, начинка готова. Все. Ждем теста. Наше тесто уже подошло. Прошел где-то час. Выкладываю его на доску, хорошо припыленную мукой. И теперь надо это тесто разделить на части. Вот такое же у нас воздушное. Взвешивать ничего не буду. Примерно на одинаковые части нужно разделить. Ничего страшного, если какая-то часть будет больше, какая-то меньше. Миллиграммы не надо мерить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Вот так разделю на
чтобы 10 частей получилось. Вот так, скатаю теперь колобочки. Буду сюда перекладывать пока. И вот так скатаю со всех кусочков колобочки. Когда скатаете колобочки, тогда будет видно, какой больше, какой меньше, где-то добавить, где-то убавить можно. Вот так все колобки раскатали. Один можно сразу оставить. Накрываю полотенчиком, чтобы не высыхало тесто. И начинаю раскатывать. Уберу все лишнее, чтобы ничего не мешало. У меня тут есть вот охло, самая настоящая скалка из Азербайджана, из Баку мне спецзаказом привезли. А потом через некоторое время я увидела, что и тут их полно. А так люди спрашивали, что привезти из Баку. Говорю, привезите мне охло. У нас такого здесь нет, не могу найти. А когда привезли, уже тогда через некоторое время увидела на рынке и охло, и все, что угодно продают. Все, что есть и там, есть здесь. Теперь нам надо раскатать все эти колобки в тонкие пласты. Я раскатываю прямоугольниками. Обычно все раскатывают тесто в круг, но я почему-то люблю прямоугольник. Переложила сюда. Можно подтянуть. Ничего страшного, если где-то тесто порвалось. Это так же, как и вытяжное тесто. Также и слоями друг на друга накладывается. И все хозяйки знают, что это не страшно. И теперь топленым маслом или просто растопленным, я топленым, буду смазывать каждый вот лист. Сначала можно вот так, а потом размазывать это масло. Вот так буду каждый слой смазывать без пропусков и друг на друга складывать. И обязательно, когда раскатываете, припыляйте мукой постоянно, чтобы тесто меньше на тесте было разрывов. Можно сильно не раскатывать, вот прям на всю, а вот так раскатали, потом кладете на эти листы уже смазанные и тянете. И тянете вот так. Вот так натягиваете тесто. И закрепляете, чтобы опять не уползало. Вот так. И опять поливаете. Конечно, эта выпечка очень калорийная. Наверное, поэтому готовится только раз в году на праздник Новруз. В основном. Ну, сейчас, конечно, в магазинах продают круглый год, но вообще эта выпечка готовится раз в году. Древняя выпечка на древний праздник. Вот так. Масло я растопила 3 пачки по 180 грамм. Сколько получилось? 540 грамм получается масла я растопила. Из них
50 грамм ушло в начинку, и практически все остальное ушло на листы. Вот так эта выпечка любит масло. Так что имейте в виду. Ну, раз в год можно себе позволить. Я знаю, у меня есть подписчицы, которые очень боятся такого количества жира. Ну, это каждый день не делается. Иногда можно. Измерю вам стороны моего прямоугольника, чтобы примерно вы знали, какого размера получаются листы. Ну так, чтобы ориентироваться. У меня получилось в длину 48, и так получилось 42 где-то прямоугольник. Ну вот я вам просто размеры говорю, чтобы там просто по толщине теста можно ориентироваться. И теперь надо это все нам нарезать на полоски. Сейчас я отмечу и потом разрежу. Ну, вот на такие полоски я нарезала, отметила, и теперь их буду разрезать. Можно взять ножичек для пиццы, для теста. Вот так каждую полоску разрезаю и сразу скручиваю. Вот так должно получиться. Я отметила по 4 сантиметра, потом передумала, сделала по 3. Думаю, будет достаточно, не надо слишком большие. И вот этим ножом очень удобно быстро режется. Теперь берем каждую вот эту улиточку и делаем в ней углубление. Вот так. Вот так серединку как бы чуть-чуть вдавливаем, а это вот так края приминаем. Получается вот похожее на шапочку. Вот так. И все слои наши тоже тут видны, которые мы вот раскатывали. И теперь нам надо начинить наши эти шапочки. В каждую я буду класть вот так начинку. Ну, где-то столовая ложка с горкой у меня пойдет. И надо их закрыть. Закрываем. Прячем нашу начинку. И теперь смотрите, нам надо наши пугалы закрыли, когда вот так сверху, не боимся, прижимаем. Они все равно еще поднимутся. Вот так они должны выглядеть. И так буду делать с каждым. Начинку насыпаем в серединку и закрываем. Вот так. Все, начинку спрятали. Кладем на поверхность и вот так прижимаем. Так. Теперь я взяла столовую ложку молока, желток от одного яйца, смешиваю. Покрываю наши кугалы этой смесью. Я сделала 9 кугальчиков
по 3 сантиметра нарезала полоски шириной, а 3 сделала по 4 сантиметра, они будут побольше. Я помню, что в боку всегда сильно их придавливали, они прям такие плоские шайбочки были. А мне нравится, чтобы они чуть-чуть были похожи на синнабоны. Чуть пышненькие, чтобы были такие. И теперь нам надо их еще украсить немного. У меня есть черный кунжут, есть белый кунжут. Вот можно прям в этом остатке желтка смочить палец. Вот так и серединку. Так и в серединку. Нет смысла делать какие-то узоры. Они потом, семечки, все равно расплывутся, никакой узор не будет. Они просто будут в серединке у вас. Только потратите время на то, что будете вырисовывать, выштамповывать. Вот так лучше всего. И вот так на всей серединке. Можно, если нет черного кунжута, заменить маком его. Тоже будет хорошо. Ну и все, черного кунжута достаточно. И теперь вокруг можно посыпать вот так беленьким, чтобы довести эту красоту до совершенства. Конечно, это не стандартная выпечка, это национальная традиционная выпечка. Не все ее понимают, но она очень вкусная. Мой папа, царство небесное, очень любил. По утрам со сладким чаем без остановки мог есть. У меня прошло 25 минут. Посмотрите, наши пугальчики поднялись. И отправляю их в духовку. Наши красавцы готовы. Буду доставать. Как хорошо они, классно поднялись, как я и хотела. Муж будет счастлив. Смотрите, какая красота у нас сегодня получилась. Какие-то ароматные, вкусные булочки. И вот снизу вам тоже покажу, как они хорошо пропеклись. Какие они хрустящие. Это просто прелесть. Ну а я хочу сказать всем большое спасибо за подписку, за добрые комментарии. Кстати, поставили лайк? Не забудьте, поставьте. А я с вами на сегодня прощаюсь. Желаю всем всего самого наилучшего. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.